Я не очень люблю из консервы рыбку, но когда я попробовала в этом рецепте, как она здесь вкусна, я вам не могу передать. А цукини это просто грибы, ну просто грибами пахнет, и на вкус не почувствуете, что это цукини, будто бы рыбка с грибами. Очень вкусно. Готовьте, друзья, не пожалеете. Добрый вечер, мои дорогие. Спасибо вам за поддержку, за подписку, за комментарии. И сегодня, как и всегда, хочу приготовить очень вкусный и сытный ужин. Хочу этим рецептом поделиться с вами. Пойдемте готовить. Чтобы приготовить вкусный ужин, нам нужно 2 баночки туны. В собственном соку нужно водичку отцедить с туны. Все ингредиенты вы видите сейчас на экране, а также оставлю полный список ингредиентов в описании под видео. Давайте приступим. Включаем духовку на 360 градусов по Фаренгейту и 180 градусов по Цельсию. Пусть разогревается. А мы сейчас быстренько обжарим лучок и цукини. Включаем плиту, ставим сковороду на огонь, пусть разогревается. Наливаем масло, у меня подсолнечное. 3-4 ложечки, пусть разогреется. Чтобы лук скармелизировался, нужно чуть-чуть сахара, вот так, буквально пол чайной ложечки, и помешаем. Вот наш лучок какой красивый, уже подрумянивается. Теперь добавляем цукини. И поджарим пару минут вместе с луком. Запах лука уже поменялся, вкусно пахнет поджаренным. Сюда же добавим щепоточку соли. Накрою крышечкой и протомим пару минут. Сюда же добавлю немножечко перца черного молотого. У меня крупный помол. Пахнет перчик. И душистого перчика. Буквально чуть-чуть. Вот так. 1/4 чайной ложечки. Специи пахнут уже сразу, они смешались с маслом и отдают свой запах. Пробуем нашу цукини. Они уже хорошие, почти все мягенькие. Добавляю 1 чайную ложку муки и перемешаем. Мука чуть-чуть вберет в себя жидкость и поджарится. Выключаем огонь и снимаем с огня в сторону. Пусть чуть-чуть остынет. С рыбной консервы мы удаляем водичку. Переложим рыбку в миску. Все. Теперь нам нужно разбить 2 яйца. Для заливки к яйцам добавим 60 граммов муки, щепотку соли и 2 столовые ложки сметаны с горкой. И все взобьем венчиком. Если яичная смесь немного густовата, можно добавить немного кефира или простокваши. Буквально вот так. Добавлю 3 ложки. Вот такая консистенция уже мне чуть-чуть лучше нравится. Она чуть-чуть пожиже. Буквально 3 столовые ложечки. Это где-то 45 грамм будет. Взбитую смесь мы отставляем в сторону и берем наши блины. Вот так. Пока я 2 штучки взяла, скручиваем и нарезаем. Просто соломкой. И еще 2 блина. Также скручиваем, чтобы легче было нарезать. Наверх выложим цукини, которые мы поджаривали. Распределяем их примерно равномерно. Цукини пахнут как грибочки. Сверху добавим болгарский перчик, немножко сыра. Наверх выложим нашу рыбку.
и аккуратно распределим. Форму обязательно накроем фольгой. На 15 минут. Через 15 минут фольгу надо снять. Ждем 15 минут и потом снимаем фольгу. Ну вот, время вышло. И вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, друзья, какая красота. Румяная, красивая. Вот это запеканочка. Сейчас мы переложим эту красоту вот сюда. Вот так. Какая прелесть, друзья. Подрумянилась. Красота. Вот такая прелесть у нас получилась, друзья. А запах пахнет очень вкусно. Очень вкусно пахнет. Посмотрите, корочка зарумянилась. То, что любишь. Просто слюнки бегут. Хочу сказать, что моя запеканка запекалась почти 40 минут. Вы смотрите по своей духовке. Если вы видите, что сверху корочка уже румяная, все пропиталось и все пахнет, если вы почувствовали запах на весь дом, значит она уже готовая. Смотрите, друзья, какая корочка красивая, румяная. И как красиво смотрится, какой наполнитель. Прелесть. Ну вот, кусочек отрезала, друзья. Посмотрите, какая сочная начинка. Ну просто прелесть. Корочка хрустящая, поджаристая. Очень вкусно, друзья. Просто пальчики оближешь. Это не запеканка, это пирог. Настоящий пирог, друзья. Но очень вкусно. Я надеюсь, что вам понравится. Готовьте со мной, не пожалеете. Приятного всем аппетита. Заходите ко мне на канал. Будем вместе готовить новые рецепты.